my song. You are the well, the one I'm drawing from. I would greet you this morning with good morning. Я бы поприветствовал вас словами «Доброе утро», But it's a very sad day. но на самом деле день очень грустный. Well, I got everybody's attention anyway. Вот сейчас на меня все обратили внимание. I want to tell you a story about a man of God. Я хочу рассказать вам историю о Божьем человеке. I don't know everything about his life, Я не знаю все о его жизни, but I know that he was a man of constant struggle. но я знаю, что этот человек постоянно страдал. And I want you to just imagine for a moment that you are him. Представьте себя на его месте. You decide you're going to be a spokesman for God. Вы решаете быть Божьим глашатаем. You dedicate your early life to doing everything that you can to become God's man. Вы всю молодость свою посвящаете тому, чтобы воистину стать Божьим человеком. And God indeed chooses you to be a spokesman for Him, to go and talk to His people. И Бог вас избирает. Он делает вас своими устами, Он направляет вас к своему народу, чтобы вы говорили от Его лица. And day after day after day after day, you go to His people and they do not listen to you. И каждый день, день за днем вы идете к народу Божьему, вы обращаетесь к Нему, но вас никто не слушает. Can you imagine going through your life? Можете представить себе? Everywhere you turn, people just ignore you. Всю вашу жизнь, куда бы вы ни пошли, вас везде игнорируют. If they don't listen to you very much, at least they listen enough to scorn you and make fun of you. Не то чтобы они вообще не слышали ваши слова, они так прислушиваются просто для того, чтобы затем вас оскорбить. Просто затем для того, чтобы насмехаться затем над вашими словами. You get to the point where you're basically at the end of your life and you have felt almost nothing but rejection. И вот вы подходите к такому моменту, когда уже на закате своей жизни вы понимаете, что в этой жизни вы ничего не видели, кроме постоянного отвержения людьми. How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? It'd be difficult. Было бы очень тяжело. In fact, not only that, you have loved your nation. Но это еще не все. Вы бы были человеком, который бы очень сильно любил свой народ. You've loved being in the capital city. Вам нравилось находиться в столице своей страны. And you see foreigners come into your land. Но вы видите, как чужой народ приходит в ваши земли. And they take over your land. И отнимают эти земли у вас. And many of your friends, И многие ваши друзья, many of your relatives, родственники, are no longer here anymore because they've been taken off into a foreign country. уже не находятся рядом с вами, потому что их увели на чужбину. You have believed very strongly in God, but nothing that you see now Вы сильно верили в Бога. Но все, что вы видите сейчас, seems to really reflect the glory of God. Doesn't seem to reflect похоже, the glory of God. вообще не отражает Божьей славы. You sit down to write a book, Вы садитесь, чтобы написать книгу. and you write down and put into that book your heart. И вы изливаете в этой книге свое сердце. I've got to give the book a great title. Я дам прекрасное название этой книге. But all I can think of is Но все, что я sorrow. могу придумать, все, что приходит мне на ум, это печаль. And so I write in this book, and I call it Lamentations. И поэтому я пишу эту книгу и называю ее «Плачем».
And as I began to write, I write about the sorrow about Jerusalem and what has happened about my country. Я начинаю писать эту книгу, изливаю там свою скорбь от того, что случилось с Иерусалимом, от того, что случилось с моей страной. And in chapter 3 of Lamentations, I want you to hear the words of Jeremiah the prophet. Послушайте слова пророка Иеремии в 3 главе книги «Плач Иеремии». He says, I remember my affliction and my wandering. 19 стих. «Помыслы о моем страдании и бедствии моем, The bitterness and the gall. о полыни и желчи». Life has a way of, at times, really hurting us. Порой жизнь наносит нам сокрушительные удары. And Jeremiah, in his life, had really experienced a lot of tough, difficult times. И Иеремия в своей жизни очень много испытал на себе таких ударов от жизни. There were some times that he probably became very bitter. Скорее всего, он исполнялся горечью. God, why has this happened to my Боже, people? ну почему с моим народом такое происходит? People, why have you turned against Народ, your only почему hope? ты отворачиваешься от своей единственной надежды? And I'm sure he's tossed and he's torn and his heart is aching. И я представляю, как у него все внутри бурлит, как сильно болит у него сердце. How would that make you feel? Как бы вы себя чувствовали на его месте? Have any of you ever experienced discouragement? Кто-нибудь из вас когда-нибудь испытывал такое разочарование, упадок такой внутренний, Depression? депрессию внутреннюю? Have people come up to you and said, Jeremiah, why can't you smile? Когда к тебе подходят и говорят: Иеремия, а ты чего не улыбаешься? You look so down, you look so discouraged, you look so depressed. Что у тебя выражение лица такое какое-то депрессивное? And Jeremiah remembers those days and he says Иеремия in verse помнит 20, такие дни. И в 20 стихе он говорит: I well remember them, and my soul is downcast within me. и твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Would it be a little bit difficult to smile in those days? В такие дни разве легко улыбаться? Would it be a little bit difficult under those circumstances to have hope? Разве в такие дни легко иметь надежду? But I love Jeremiah. Но я обожаю Иеремию. I can feel that, wow, look at what he's gone through, but listen to Как him. меня восхищает то, что прошел этот человек и что он пишет. And he says in verse 21, 21 стих он говорит: Yet this I call to mind, and therefore I have hope. вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. In spite of all that he's gone through personally, Несмотря на то, что он лично пережил, he says there's some things that I remember, there's some things that I know in my head, он говорит: есть вещи, there's some которые things я I know помню, in my heart, and Есть I вещи. have hope. которые я знаю и разумом, и сердцем, и поэтому я уповаю. And so he goes to verse 22. 22 стих. Because of the Lord's great love, we are not consumed. По милости Господа мы не исчезли, For his compassions never fail. ибо милосердие Его не истощилось. Now that's amazing that he can write those words Прекрасно, что он может написать такие слова, это просто удивительно. in spite of personally being in one of the most difficult times and places in his life. Несмотря на то, что в этот момент своей жизни он переживает одни из самых тяжелых периодов. And sometimes we begin to look up to God and say, well, why God? Why is this happening to me? Порой мы хотим обратиться к Богу и сказать: ну почему, Боже, почему со мной это происходит? But Jeremiah says there's just some things that you can hang on to. Но Иеремия говорит: все равно есть то, за что вы можете держаться крепко. You can hang on to God's Вы love. можете держаться Божьей милости.
любви. And because God loves us, we're not consumed. Из-за того, что Господь нас милует, любит, мы не исчезли. He's constantly compassionate for us. Потому что Он постоянно проявляет к нам милосердие. God loves people when they're down. Бог любит людей и тогда, когда они находятся на самом низу. He still loves them when they're up. Но и когда они находятся на вершине, Он их тоже любит. But when you get down, when you get discouraged, Но когда вы в такой низине, когда вы испытываете уныние, when you feel like your life is gone, когда вам кажется, что все, жизнь прошла, never forget the love and the compassion никогда не of the Lord. забывайте о любви Божьей и о Его милосердии. In fact, he says then, they are new every morning. И Он дальше говорит, что они обновляются каждое утро. Great is your faithfulness. Велика верность Твоя. Israel hasn't been faithful. Израиль не был верным, But God has been faithful. а Бог оставался верным. What? God is faithful? Look, my people are over in Babylon. Как это Бог им оставался верным? Как Он оставался им верным, если мой народ сейчас в Вавилоне находится? But the way that God has been faithful Но верность Божья is God has given him a message that there is still hope. проявлялась в том, что Бог послал через него послание народу своему, что есть надежда. And every morning he gets up and he remembers the great faithfulness of И God. каждое утро он просыпается и помнит о великой верности Божьей. And he says, I say to myself, И он говорит себе: the Lord is my portion. Господь часть моя. Therefore I will wait for him. Говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. I one time took a course, and the course was about the idea of trying to develop within yourself a heart of positiveness and help motivating yourself to go on. Знаете, я как-то проходил курсы, такие курсы обучения, которые помогают выработать внутри себя позитивное отношение, вообще позитивное мышление, которое будет помогать тебе идти дальше. And the man teaching the course said, there are going to be some mornings that you'll put your feet on the floor getting out of bed. И вот человек, который там преподавал, говорил о том, что будут в вашей жизни такое время, когда утром проснешься, ноги спускаешь с кровати. And you will want to say, oh, do I have to get up today? И будет такое желание: а зачем мне вообще сегодня вставать? Life is so terrible. Life is so miserable. Какая жизнь ужасная, все настолько плохо. But he said, let me tell you something to do. Но он говорит: я вам хочу посоветовать, что вам тогда сделать. He said, get up out of bed. Вы все равно встаньте с кровати, Put your feet on the floor поставьте ноги на пол and shout, и закричите: boy, do I feel great. как мне сейчас хорошо. But Jeremiah is giving us something here. The greatness is not because Jeremiah is great or Jeremiah feels great. Знаете, Иеремия тут об этом же говорит. Он говорит: я как бы уповаю, у меня все это есть не потому, что я такой замечательный, не потому, что я себя прекрасно чувствую, But the Lord is my portion. а потому, что часть моя Господь. The Lord is great. Потому что Господь велик. And as bleak as life may begin И to какой бы be, мрачной сейчас жизнь мне не казалась, God is always great. Бог всегда велик. God is always faithful. Бог всегда верен. God is always the one who can give you hope. Бог всегда может дать надежду. When you're totally down, И когда вы уже в полном унынии, you need to do like Jeremiah and say to yourself, вы, как Иеремия, должны сказать себе: the Lord is my portion. Господь часть моя. Then he says in verse 25, И в 25 стихе он говорит: the Lord is good to those whose hope is in him. благ Господь к надеющимся на Него. I'm sure that there are many of the Israelites who had gone off into captivity that they felt like, well, life is gone, life is not good, Я it's уверена, terrible. что многие израильтяне, которые были уведены в плен, ощущали себя так, что все, их жизнь закончена, на ней можно поставить крест. But there was probably a time in their lives when they had given up on the hope of God.
То есть в какой-то момент своей жизни они отказались от надежды на Бога. And he said the hope is there for the говорит, one нет. who seeks him. Надежда есть, но она есть для того, кто ищет его. Many Israelites had gone their own way, Многие израильтяне had пошли stopped seeking God, своим путем. Они перестали искать Бога в своей жизни. even though he was their real Хотя source. Он был для них источником всего. And he ends by this particular passage by saying, И в отрывке этом он заканчивает такими словами. it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо тому, когда он несет иго в юности своей. The yoke, of course, expresses the idea of something that is used that sometimes becomes very heavy to us. Иго – это то, что очень сильно отягощает. That's placed upon an animal to help the animal be able to pull and to work. Это то, что одевали на животное, чтобы он это тянул, чтобы животное трудилось. And sometimes that yoke becomes so heavy, and I think to Israel it had become very heavy. Иногда это иго становится таким тяжелым. Мне кажется, для Израиля он действительно оно стало очень тяжелым. But Jeremiah can see the day that God is going to give a new covenant. Но Иеремия видит в будущем тот день, когда Бог даст Новый Завет. And things are going to change for Israel eventually. И в конце концов для Израиля все переменится. And there is going to come a person from the prophecies of Jeremiah И придет тот, о ком пророчествовал Иеремия, who looks at Israel and says, который посмотрит на Израиль и скажет: take my yoke upon you возьмите иго мое, and learn from me, бремя мое, у меня научитесь, for I am meek and lowly. ибо я кроток и смирен, And through me you're going to find rest. и во мне вы For your найдете покой souls. в душе своей. You see, Jeremiah still sees a day of despair, but a day of hope. Смотрите, Иеремия видит и день отчаяния, но он видит и день надежды. So he says, И поэтому говорит: young men, юноши, don't get discouraged. не унывайте. You young men who are working so hard, that are the remnant of Israel. Юноши, которые очень сильно сейчас работают, вы остаток Израиля. Keep on working for God Трудитесь для Бога, while you are young. пока вы еще молоды. And one day you're going to see И однажды the glory of God вы again. увидите снова славу Божью. And there is hope. И надежда есть. So in a book where there's a lot of sorrow expressed, В книге, в которой очень много горести и печали описано, and which is also true of most of the prophets of Israel, в общем-то, эти качества были очень характерны для жизни всех израильских пророков. they always leave Но the remnant всё of равно Israel with hope. они оставляют для остатка Божьего надежду. And I think today we can be encouraged Для нас это может быть ободрением, amongst the sadness of Jeremiah, что даже посреди всей печали в книге Иеремии, в жизни Иеремии, to keep on seeking the Lord, мы, как и он, должны искать Бога, to keep on remembering His great love, His помнить grace, Его and His великую compassion, любовь, благодать и сострадание. and remember we've got hope. И помнить, что у нас есть надежда. And the hope that we have И today, наша надежда сегодня because we know Jesus Christ возможно благодаря тому, что мы знаем Иисуса Христа. is a reality. И мы знаем, что Он реален. God bless you. И пусть вас Господь